Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Обязательно пересылайте наше видео по хорошей традиции всем своим друзьям и знакомым, 5 мужчинам, 6 женщинам. Сегодня они посмотрят наше видео, узнают что-то интересное, полезное. Завтра вы можете это все обсудить и все, что посчитаете необходимым, внедрить в вашу, надеюсь, насыщенную и эффективную жизнь. Тема сегодняшнего видео – план на месяц. В чем смысл? Тема планирования вызывает бурные дискуссии в интернете, и мы, пользуясь случаем, решили в этой дискуссии тоже немного поучаствовать. Итак, кто смотрит это видео первый раз и первый раз слышит про колесо жизненного баланса, я расскажу, что оно из себя представляет. На флипчате за моей спиной расположен круг. Здесь круг разделен на 8 секторов. 8 секторов или 8 сфер отражают различные стороны нашей насыщенной, плодотворной жизни. По этим 8 сферам колеса жизненного баланса Long Swim вы можете легко планировать задачи на год, планировать задачи на месяц, и такая визуальная представленность того, что происходит в вашей жизни, дает вам возможность не заваливать эти сферы. Или если у вас в одной из сфер происходит большая перегрузка, вы должны понимать, как эта перегрузка влияет на другие сферы. Для женщин 4 сферы являются самые важные. Это сфера яркость жизни, сфера духовный рост и творчество, личностный рост, здоровье и спорт. Для мужчин основная сфера, в которой они проявляются и реализуются, является сферы карьеры, бизнес и друзья и окружение. Вот в этом состоит основная особенность колеса жизненного баланса для женщин или мужчин. Тем, кто хочет изучить колесо жизненного баланса, приглашаю в плейлист «Практика колеса жизненного баланса». Вы там можете в каждом отдельном видео найти видеоинструкцию, как диагностировать свое колесо жизненного баланса, как его анализировать и как по колесу жизненного баланса ставить цели. Мы плавно переходим к теме планирования. Зачем же все-таки планировать? Какой результат дает планирование? Я озвучу краткие тезисы. Предварительное планирование дает вам возможность держать в поле своего зрения визуально все задачи, о которых вы мечтали. Если у вас есть какие-то временные ожидания от того, когда вы эту задачу хотите сделать, вы можете на ней сосредоточиться, плавно потом переключиться на другие задачи. Планирование очень хорошо помогает в сфере здоровье и спорт, взаимодействие с медициной и работа над собственным здоровьем требует предварительного планирования, и когда вы планирование используете, результат у вас становится лучше, уже доказано практиками. Пожалуйста, расскажите свою историю успеха, как дневник вам в спорте помог достичь дополнительных результатов. Итак, мы освещаем первую тему. Для чего вести планер, какие задачи преследует ведение планера. В первую очередь я хотел бы обратиться к теме планеров, потому что мы в своей жизни можем разделять два вида планеров. Первые планеры, они очень необходимы для сферы карьера и бизнес. Это ваши рабочие заметки, ваш удобный помощник для того, чтобы вы могли сосредоточиться на задачах очень важных. Это для тех, кто руководители, те, кто творческие люди, или те люди, у которых работа связана с большими контактами с клиентами, с заказчиками, с подрядчиками. Планер или ежедневник, еженедельник помогает вам эту коммуникацию держать в визуальном контроле.
Теперь я вам расскажу об особенностях планирования, для чего нужен планер через призму колеса жизненного баланса LongSwim. В колесе жизненного баланса LongSwim мы часто опираемся на свои состояния, и в этом есть основное преимущество. Когда мы находимся в состоянии 8-10, это состояние максимальной энергетики, максимальной наполненности энергии. В этом состоянии все дела любой сложности, от простого к сложному, делаются легко, на большом энтузиазме. Мы не видим преград, видим только цель, пути ее достижения, и у нас все буквально получается с лету. В состоянии 0,4 наши дела становятся, даже простые, которые мы делали много раз, регулярно, становятся для нас тягостными. Они выполняются с трудом. Представьте себе утренний подъем на зарядку. Вот в состоянии 0,4 ничего не хочется делать, хочется пропустить зарядку, тренировку, какие-то утренние дела. В состоянии 8-10 вы легко поднимаетесь без будильника, бежите на зарядку, на тренировку, и несмотря на то, что вы в день осуществили ранний подъем и значительные физические нагрузки перенесли, легко вот это вот особенное состояние 8-10. Теперь мы привязываем цели по планеру с вашим состоянием. Когда вы находитесь в состоянии 0,4, планер помогает вам изучить себя, как вы реально ведете в ситуации, что вас затрудняет, что вы думаете в течение рабочего дня, какие мысли посещают, можете ли вы управлять своим эмоциональным состоянием. Напоминаю, что состояние 0,4 – это состояние, в котором доминируют эмоции, действия подавлены, они минимальные, мы принимаем решения в состоянии 0,4 под воздействием внешних факторов, мотивация находится на нуле, то есть мы делаем то, что мы обязаны, или то, что мы должны под воздействием внешних обстоятельств. Для состояния 4-8 планер нужен для того, чтобы изучать эффективность. В состоянии 4-8 доминируют действия, могут присутствовать как положительные, так и отрицательные эмоции. Задача вот в состоянии 4-8 отделить положительные эмоции от отрицательных. От отрицательных эмоций мы стараемся сознательно избавиться. Если мы занимаемся новым делом, изучением каких-то новых тем, новых сфер жизни, дневник помогает нам найти какие-то эффективные пути решения. То есть он для нас вот настольная книга для того, чтобы зафиксировать какой-то лайфхак, какой-то прием, какой-то жизненный способ избежать каких-то неприятных ситуаций. И большая просьба теперь в комментариях напишите, как вы с помощью планера или без планера нашли какой-то эффективный способ решения задач. Может быть, это рационализаторское предложение, может, это просто выход из тяжелой ситуации. Мы считаем, что в комментариях нам нужно больше добавлять мотивирующих факторов. Весь канал LongSwim посвящен поиску единомышленников, поиску эффективности. Ну и не забываем третье самое главное направление или третью визию нашего YouTube-канала. В любой ситуации нужно выглядеть красиво. Итак, для состояния 8-10, для чего нужно вести планер? Это для того, чтобы систематизировать чужой и свой опыт. В состоянии 4-8 мы фокусируемся на решении своих задач. Как правило, в состоянии 4-8 мы еще не можем перейти к теме наставничества или передачи своего опыта. В состоянии 8-10 это уже пик профессиональной зрелости. Для некоторых профессий этот пик наступает, когда вам стукнуло или исполнилось 40 лет. В период 40 лет вы можете систематизировать свои знания, преподавать их начинающим специалистам в вашей отрасли. Вы можете изложить как бы свой личный опыт в качестве примера, чего нужно избегать, на чем нужно сосредоточиться. То есть в 40 лет наступает эра наставничества. И здесь дневник, планер помогает вам систематизировать свой опыт, чужой опыт. Как правило, систематизация опыта требует длительного времени, требует изучения различных источников от интернета до
общения с экспертами в отрасли. После 40 лет общение между экспертами в отрасли уже происходит на безболезненной основе. Люди уже всего достигли, и поэтому совершенно безболезненно делятся своими секретами. Итак, планер, скорее всего, имеет пользу. Те, кто противники планера, я тоже приглашаю к дискуссии. Напишите в комментариях, почему планер для вас не является эффективным инструментом планирования. Какие вы планеры предпочитаете, электронные или бумажные? Пожалуйста, делитесь своими мнениями. Ваше мнение очень важно для вас. Перехожу ко второй теме сегодняшнего обсуждения. Для чего подводить итоги месяца? Во многих планерах сейчас выделены отдельные страницы для подведения итогов месяца. В колесе жизненного баланса LongSwim мы привязываем состояние к анализу различных параметров. Если вы находитесь в состоянии 0,4, то вы в планере можете анализировать загрузку месяца, то есть что вы запланировали, насколько плотно построен или спланирован ваш день, какая плотность планирования для вас удобная. Либо вы любите в один день плотный график, либо вы любите разгрузочные дни, когда у вас есть 1-2 дела в день. Пожалуйста, тоже напишите в комментариях. Для состояния 4-8 это чаще всего анализ фактического времени, которое вы потратили на решение повторяющихся или периодических задач. Если вы фиксируете, что некоторую задачу вы выполняете в течение недели с трудозатратами условно 8 часов, на следующую неделю вы можете планировать, что эту задачу вы можете сделать с трудозатратами 6 часов. И так постепенно доводя время до минимума, не в ущерб качеству предоставляемой услуги или товара, вы можете оптимизировать свои затраты времени и тем самым получить экономию. Для состояния 4-8 это более склонность к изучению глобальных вещей, то есть мы в течение месяца смотрим, какая неделя у нас самая эффективная. Это очень полезно для женщин, у которых в течение месяца присутствует определенный биоритм продуктивности, работоспособности, и когда вы знаете, что у вас неделя планируется с понижением работоспособностью, ввиду известных дней, вы это можете тоже учесть при планировании своей физической нагрузки, умственные нагрузки. Вы заранее будете знать, как вы свое падающее настроение будете компенсировать какими-то полезными и хорошими делами. Итак, эффективная неделя дает нам возможность использовать попутный ветер, то есть это прилив вашей энергии. Для этого можно использовать биоритмы, уже давно забытая история, но некоторые, кто пользуется биоритмами, отмечают, что биоритмы помогают решение творческих задач планировать на пик от умственной или интеллектуальной деятельности. Итак, третий вопрос. Как вы используете трекер настроения и энергии? В последнее время в ежедневниках, еженедельниках введены специальные значки, где вы можете в течение дня отмечать свое настроение, уровень энергии и также задачи, на которых вы потеряли свое настроение или энергию. Я предлагаю это все сопоставить со своим состоянием, и если вы находитесь в течение недели в состоянии 0,4, то есть испытываете не очень большую тягу к физическим нагрузкам и действиям, отмечать трекер настроения. Трекер настроения нужно отмечать утром и вечером. Это необходимо для того, чтобы, возвращаясь домой к своим родным и близким, по возможности свое не очень хорошее настроение минимизировать, чтобы родным и близким была возможность увидеть вас в хорошем настроении. То есть ваше усилие воли тоже может менять ваше настроение. Если вы дневник или планер носите с собой на работу в течение дня с интервалом 2-3 часа, можете отмечать трекер своего настроения, отмечать моменты, которые подняли вам настроение, и такие моменты, где ваше настроение
поднималась, можете дальше масштабировать, то есть заранее стремиться туда, в ту атмосферу, где ваше настроение поднимается. Для тех мужчин и женщин, которые уже научились быть в состоянии 4-8, в дневнике или в планере желательно отмечать уровень энергии. То есть нужно зафиксировать тот временной промежуток, когда вы заряд своей жизненной энергии в течение дня ощущаете на уровне 50%. Желательно, чтобы заряд энергии 50%, то есть половина от максимальной энергии, было у вас на окончание рабочего дня, то есть на 18:00, на 20:00. Ну, в жизни и в работе бывает очень много непредвиденных моментов. Может получиться такая ситуация, что вы уже там в 12 часов дня, в полдень ощутите, что 50% вашей энергии уже исчезли, вы их израсходовали, смотрите, какие дела потянули такой большой расход энергии. Это же может быть совещание, это может быть непредвиденная ситуация, это может быть искреннее переживание за клиента, заказчика, подрядчика. Пожалуйста, изучайте эту тему, найдите закономерности и постарайтесь сделать так, чтобы у вас потеря энергии 12 часов 50%, оно было не каждый день, а хотя бы там один раз в месяц. Что это дает? Замер уровня энергии. Это дает вам возможность сосредоточиться на тех факторах, которые похищают вашу энергию, сосредоточиться на тех факторах, которые возвращают вам вот это вот состояние энергоемкости, легкого подъема. Для людей, которые практикуют состояние 8-10, это чаще всего руководители или ответственные люди, или люди, которые ведут осознанную жизнь, мы в планере отмечаем задачи, при которых был большой расход энергии. То есть мы в силу своих профессиональных знаний и экспертности эту задачу решаем легко, но с удивлением замечаем, что вот после выполнения этой задачи вот заряд энергии явно показывает, что израсходованной энергии больше, чем норма. Постарайтесь изучить эти моменты, это дает вам возможность либо избегать этих задач, которые требуют расхода вашей энергии, либо делегировать эти задачи другим людям, либо на решение этих задач привлекать дополнительных внешних экспертов с тем, чтобы вы эту задачу досконально и изучили, и попробовали уже найти эффективный прием решения таких типовых задач. Подводим итоги сегодняшнего видео. Планер все-таки приносит больше пользы для нашей повседневной жизни, для нашей профессиональной жизни. Для тех, у кого есть дети, ведение дневника позволяет вам запечатлеть моменты взросления вашего ребенка. Через 10, через 20 лет он будет нести огромную эмоциональную ценность, потому что дети растут быстро. И вот эту хорошую привычку вести дневник, пожалуйста, прививайте своим детям. Они с благодарностью, но через 10-15 лет скажут вам за это огромное спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Обязательно пересылайте это видео 10 своим знакомым, 10 женщинам, 15 мужчинам, чтобы люди понимали, что в нашем видео есть очень много полезной, нужной и даже интересной информации. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.